И мы с вами смотрим сейчас. Хранители рода тебе передают. Будем смотреть на арабском гадании и на картах, которые вызывают тех, кого уже рядом с нами нет. Но кто к нам излучает истинное доверие. Смотрите и другие мои видео, кому надо лично, все мои контакты в шапке профиля. Также можно через директ, быстрая связь со мной по ссылке. Пожалуйста, пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Все мои предсказания достаточно точны и вариантны, потому что будущее вариантно и зависит от наших действий. Что хотят сказать вам хранители рода? Арабская чечевица, красная чечевица и перышко, заряженное специально для таких предсказаний. Что хотят нам сказать предки рода? Первое прям идет. Обязательно посетите храм, потому что разные вероисповедания по-разному. Посетите храм и там поставьте на помин, сделайте, спросите у священников, как это надо сделать. И пойти обязательно, здесь идет, обязательно сходите на кладбище, где ваши предки, любые, неважно. Придя на кладбище, здесь прям вот так же говорится, что хотят передать. Вы как бы давно не просили прощения и поблагодарите. Вот придете на кладбище, сначала войдете на кладбище всегда молчите. Не надо там разговаривать уже будете на могилке со своим предком и больше нигде. Ни с кем на кладбище, ни с кем не разговаривайте. Тут идет, что надо сходить на кладбище, они вам передают, посетить какую-то могилу предков. И еще запомните, если вы живете далеко, и все ваши могилки где-то далеко, все кладбища мира связаны между собой. Идите на то кладбище, где вы живете, которое вам больше как бы подходит, где вам легче, приходите, когда вот в калитку, на любое кладбище, сначала отдаете закуп хозяину кладбища. Это может быть и напитки, и конфеты, и все что угодно, что вы хотите. Печеность поставили или на перекрестке, или под каким-то деревом, но не на могилке. Прям сразу в начале где-нибудь положили, сказали, вот закуп хозяину кладбища. Дальше вы идете на могилку, это вам передают на могилку идти. И на могилке вы просите прощения за то, что вы... За то, что не посещали, за то, что там забывали. А самое главное, начинаете с левой стороны у нас женская сторона, с правой стороны мужская. Просто благодарить, кого помните, кого не помните. И просите на этой могилке, чтобы всех, кто по роду вашему был, они передали, что вы с благодарностью за то, что именно вы сейчас живете. Ведь если бы не было их, не было бы и вас. Они вам это передают, и сделать это надо срочно. В лучшем случае в течение 7 дней. В крайнем случае идет 17 дней. Обязательно на кладбище. Так, что хотят передать вам? Так, я теперь вот так буду делать. Что хотят вам передать хранители вашего рода? Те, которые с вами, они хотят передать. Рядом с вами есть человек. Больше похоже, что это женщина. Змеюка-змеючная, а с 2 головами. И с 66 зубами. Это образно идет у меня информация. То есть это змеюка-змеючная. Для чего змеюка-змеючная с такими головами и с такими зубами? Мы заодно сразу будем смотреть вот на таких изумительных картах. А чтобы вы не понимали, двоились и раздвоялись. Чтобы у вас было так же, то есть на вас наводится какой-то морок. Это может быть и магически, это может быть и методом нейролингвистического программирования. Почитайте в интернете, что это такое. Оно вышло из магии, все вышло из эзотерики и из магии. Так, что хотят они вам передать? Они хотят вам передать. Проснитесь, объединяйтесь и с вашим родом, и с вашими родственниками в любых сетях, в любых городах. Объединяйтесь с людьми, потому что планета пребывает в других измерениях. Это вам передают хранители. Хранители вам... Ой, чуть не упала. Что вам еще передают хранители?
Хранители передают. Ой, не туда. Хранители передают, чтобы вы отказались от разных догм ненужных, а стали свободны. Делайте со мной сейчас медитацию, поднимайте руки кверху, смотрите как бы на небо. Неважно, где вы находитесь, смотрите вы на улице, в доме вы. Поднимайте руки кверху и говорите: «Я», называйте свое имя, свободная по рождению. Я свободная, я несу ДНК своего рода, великих людей мира, славных и бесславных. От них течет во мне кровь, кровь свободы и радости, кровь счастья. И я передаю это дальше по своему роду. Вот что вам передают. Давайте еще посмотрим. Так, опять идет пятиконечная звезда. Не знаю, почему второй раз получается. Так, вам надо приобрести или нарисовать самому, или приобрести такой амулет, нарисованный где-то в эзотерическом магазине, пятиконечная звезда. Не бойтесь этого. Пятиконечная звезда, если вверх вы ставите, это голова. Две вправо-влево – это наши руки, внизу – это ноги. То есть пятиконечная звезда олицетворяет нас, человека. Нарисуйте, можете сами нарисовать. Посмотрите, как это сделать правильно, с циркулем. Нарисовать правильно. Или приобретите, или сделайте просто ксерокопию откуда-то с интернета. И повесьте себе где-то в комнате. Можете в рамочку. Это будет олицетворять вас. Вы будете, когда вам нужно будет что-то захотите исполнить, будете подходить к этой звезде, и вам хранитель говорит: звезда – это твой оберег. Звезда в прямом положении. Так, что еще хотят передать? Хранители хотят передать, чтобы вы посадили дома или в своем огороде, посадили цветок. Знаете, такой цветок, может быть, это лилия, но это не лилия, потому что как-то цветет как лилия. Кто-то вот цветочники, меня вот смотрит Виталина часто, она цветочница знает. Я вижу прям такие длинные листья и как колокольчики, как лилия, красные или белые. Посмотрите, что это такое. Я просто вижу в видениях, вы знаете, что у меня есть сновидение. Посадите себе дома такое растение. Оно потом зацветет. Обязательно, когда будете сажать, даже если вы купите в магазине, принесите домой. Можете сразу из магазина, лучше сразу сделать пересадку в нормальный горшок, досыпать нормальной земли. И внизу, где вы посыпете дренаж, камушки, насыпать монеток. Не смотрите сколько. Вот насыпьте, и все это будет как дренаж. И говорите: как этот цветок растет, так и жизнь в моем доме цветет и расцветает. Богатство, счастье и любви прибавляет. Вот это вам говорят ангелы-хранители. А теперь я еще раз хочу посмотреть. Пишите: во благо мне, во благо всем. Кому надо лично и полностью расклады, будут все на бюсте. Не забывайте про энергообмен. Вот, как я говорю, Мария, про энергообмен. Есть на бюсте донаты. Можете через ссылку переходить на разные банки, пожалуйста. Да будет так. И идет так, что бежим от прошлого в настоящее и выращиваем новый лес из маленького семечка. Поэтому я сказала вам про растения. Во имя наших предков и хранителей. Не просто так вышла в конце карта, которую я положила в начале. Да будет так.